В 37-й серии аниме Блич «Тысячелетняя кровавая война» сработала небольшая деталь, которую видели все, но мало кто замечал. Простой лейтенант Иса Нанао, оказывается, владеет клановым мечом, благодаря которому бой был выигран. Все предыдущие сотни серий она отличалась от остальных шинигами тем, что никогда не носила, казалось бы, обязательный атрибут шинигами — личный зампакта. Так что это было очень хорошо запрятанное чеховское ружье. И таких деталей, предвосхищающих дальнейшие события, по сюжету Блича расставлено очень много. Про них вы сейчас и узнаете. Я сообщу, когда будут спойлеры. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. И начнем мы с простейшего примера, и дальше пойдем по нарастающей. После того, как Ичиго потерял силу шинигами, получив 2 удара от Кучики Бьякуи, он очухивается в магазине Урахары. Далее он узнает, что Рукию за передачу своих сил человеку должны казнить, и срывается с места. Но торговец в полосатой шляпе останавливает его, угрожая тростью. Ичиго испугался обычной палки? Да нет, видит он обычную палку, но инстинктивно почувствовал исходящую от нее опасность, как от меча. И действительно, на самом деле в трости спрятан самый настоящий занпакта по имени Бенехиме. Теперь давайте немного усложним пример. В начале истории отец и сын Куросаки общаются друг с другом очень своеобразно. Тем не менее, почти каждая фраза Ишина по отношению к своему сыну начинается с Ичиго! 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 Правильно, начинается с имени любимого сына. Однако в 24 главе, когда после посещения могилы Масаки Ишин видит стоящего под дождем Ичиго, он не зовет его по имени. Хотя это был бы самый простой способ окликнуть. Читатель же знает, что в этот момент внутри тела Ичиго была модифицированная душа Кон. А эта мелочь — маячок. И как скажет сам Ишин через более чем 100 глав... Ведь я ни разу не назвал тебя Ичиго, пока ты находился в этом теле. Можно ли понять по этой сцене, что Ишин как минимум знает о духах? Нет. Но странность в поведении явно считывается, и появляется повод задуматься. Следующая незаметная деталь, на которую никто не обратил внимания, это слова Айзена из 178 главы. После того, как очкастый рассказывает свой коварный план, Меносы вытаскивают его, Тоусона и Гина при помощи Нагасьон. Эта способность выглядит как очень удобный свет отрицания, который не позволяет нанести урон, но зато, стоя в нем, можно спокойно пообщаться. Что и делает Укитаки, спрашивая наивного сарейтейского мальчика, зачем все это надо было делать. И тот отвечает: Изначально никто не живет на небесах. Ни ты, ни я, ни даже Бог. Казалось бы, обычная пафосная фраза от любителя пафосных фраз. Но нет. Здесь он намекает на то, что он знает, что внутри Укитаки находится Мимихаге, левая рука короля душ, то есть фактически бога. И тут я ничего не придумываю. На прямой вопрос фанатов клуба Outside Тайта Куба дает однозначный ответ, что да, Айзен знал об этой особенности тела капитана Укитаки. Я знал. Я уже вижу, что вы пишете в комментариях. Да не может быть, чтобы он придумывал все за 500 глав заранее. Все знают, что история должна была закончиться на поражении Айзена. Так, ну, во-первых, последнее утверждение я уже разбирал в отдельном видео, где показал, что никакого решения закрыть Блич от боссов Weekly Shonen Jump не было. А с первым утверждением, думаю, справится выдержка из интервью с Тайта Куба, Тамахисой Тагучи и Масаказу Моритой. Она может показаться длинноватой, но вы потерпите. Ты не можешь просто рисовать любые сюжетные ходы и предвестия, которые приходят тебе в голову, не так ли? Например, тайну предыстории Ичиго, а также связь между Зангетсу и Яхве. Если так, то это будет непоследовательно. Предвестие — это в основном... О, я понял! Это связано с тем. Поэтому я могу игнорировать их в процессе рисования манги. Например, даже если я нарисовал Зангетсу в таком облике, никто не узнает, что это предвестие, если Яхве никогда не появится в
в сюжете. Если бы сериализация манги закончилась на полпути, она бы закончилась без появления Яхве. Это значит, что Зангетсу больше не будет сетапом, предвещающим что-либо. Но есть же некоторые предвестия, которые не выстрелили, даже несмотря на то, что сериализация закончилась, верно? Конечно. Лично я предпочитаю держать такие вещи в секрете. Вы же видите это в долгоиграющих игровых франшизах, да? Эта штука в предыдущей серии на самом деле связана с этой штукой в этой серии. Думаю, фанатам будет весело обсуждать такие вещи. А теперь для тех, кто не понял. Тайта Куба продумал весь сюжет заранее. Он знал, что будет Айзен, Эспада, Ванденрейх, Яхве и Ад. Он не продумывал все до мельчайших деталей, но заранее знал, как должна протекать та или иная арка. Но если бы по причине рейтингов или падения метеорита на офис Шуэйши манга бы закончилась, то все эти чеховские ружья в виде внешности Зангетсу, отсутствия меча у Нанао или пафосных фраз Айзена были бы просто случайностью. Я не раз говорил, что у Куба пунктик на то, чтобы все было объяснено. И если оно не объяснено сейчас, то оно будет объяснено через сотню-другую серий. Даже если Куба придумывал этим вещам объяснение задним числом, это никак не умаляет просто титанического труда по объяснению всего и вся в своей вселенной. Человек натурально жил своей историей 15 долбанных лет, с утра до вечера, без выходных. Так что давайте не заморачиваться о том, придумал он это все сразу или потом, а просто насладимся его работой. Но прежде приглашаю посмотреть на мои реакции на Бусти. Список уже доступного аниме вы сейчас можете видеть на экране. А кроме того, первые серии каждого тайтла лежат в бесплатном доступе. Чтобы вы поглядели, какой из меня реакционер, про что аниме, какая озвучка была выбрана. Я думаю, это будет честно. Подписывайся по первой ссылке в описании или сканируй QR-код. Спасибо всем, кто уже подписан, но отдельно хочу поблагодарить главнокомандующих Night Kiwi и Николая Бондаренко. Идем дальше. А следом у нас будет сразу целая группа сцен, которая намекает читателю об одном из главных поворотов сюжета. О том, что Ичиго не просто гибрид Шинигами и Пустого, а на самом деле там все намного сложнее. Как вы помните из финальной серии первого Кура Блич ТКВ, на самом деле основой силы Ичиго большую часть истории был лже-Зангетсу. Он же олицетворение сил Квинси, он же частица души Яхве, он же просто Кура. Пустой Ичиго, Хичиго, Шира или же олицетворение сил Шинигами был подавлен и проявлял себя реже, но разрушительней. Это все мы с вами знаем. И по сюжету раскидано множество подводок, связанных с Квинси, Яхве, Масаки и Ишином. А начнем мы с самой ранней по хронологии. В 63 главе, во время тренировки по обретению вновь силы Шинигами, Ичиго проваливается в свой внутренний мир и встречает там странного старика, который говорит: «Это же я. Я не слышу. А следующий бабл с именем закрыт черной краской. И дальше по сюжету старик Зангетсу ни разу не назвал свое настоящее имя, даже когда они с Ичиго уже достаточно сблизились, чтобы активировать Банкай. Создается впечатление, что он и вовсе потерял способность называть свое имя. А какой еще момент в истории был похож на этот? Правильно, через 550 глав мы узнаем способность Ичимонжи, Занпакта Ичибея Хьосубе лишать имени, а закрашивание черным — намек на источник его силы. Не Риацу, а чернота. Думаете, я выдумываю? Один из фанатов спросил Тайта Куба насчет этого и получил однозначный утвердительный ответ. Следующий момент, намекающий на то, что Ичиго Квинсюк, происходит в 110 главе манги, во время боя Ичиго с Зараки. Наш Рыжуля слишком поверил в то, что он может победить Кенпачи, расслабился, и в этот момент появляется старик Зангетсу и обещает отвезти туда, где Ичиго сможет победить. После чего их накрывает тень. А кто у нас еще пользовался тенями? Ну, помимо главнокомандующего Киараку. Правильно, тенями пользовались Квинси во время вторжения в Сейрейтей. Об этом мы узнаем только через 400 глав, уже в арке ТКВ, но еще перед тем, как нам рассказывают, что Ичиго — это Квинси. Так что автор дает нам достаточно времени, чтобы мы догадались об этом сами. А уже в 112 главе, после выхода из внутреннего мира, у Ичиго останавливается кровотечение. И кровотечение прекратилось.
за счет Блудвена, которым могут пользоваться, в том числе неосознанно, все Квинси, например, такие как Ичиго. Следующее полноценное погружение во внутренний мир происходит в 218 главе, после того, как Ичиго теряет всякую надежду совладать с внутренним пустым самостоятельно, и Хирака решает тренировать Рыжего по-жесткому. И первая фраза Хичиго завершается словами «Зангетсу, это я!». Весь бой во внутреннем мире от Хичиго только и слышно, что «Зангетсу, это я! Сколько раз тебе говорить? Я и есть Зангетсу!». Но Ичиго, да и зритель вместе с ним, не верит хитро ухмыляющемуся Беляшу. Ведь он весь из себя такой хитрый и помешанный на сражениях, значит он явно плохой парень. Следовательно, он попросту врет. Вот только в отличие от старика Зангетсу, который многое не договаривал, Хичиго был абсолютно честен. Ведь именно он и есть Зангетсу, а точнее олицетворение сил Шинигами внутри Ичиго. Но чем дальше идет сюжет, тем более прямо Тайта Куба говорит о том, что же на самом деле Ичиго такое. Серия за номером 301. Арка Арранкаров подходит к концу, и Ичиго встает на пути Гина. Гин не желает убивать ни Ичиго, ни умирать самому. Его задача предать Айзена в самый удачный момент, а поэтому Лисья Морда максимально затягивает бой, стараясь по минимуму показывать свою силу и как можно больше болтать. Но в конце концов он говорит Рыжему такую фразу: «Ты больше не воин, ты не Синигами, не пустой. И даже не человек». Если поверить словам Гина, то из всех типов душ Ичиго не является шинигами, пустым и человеком. Следовательно, методом исключения зритель должен понять, что Ичиго это Квинси. И даже не человек. Тут он говорит чуть ли не в лоб, что Ичиго Квинси, но лоб у Рыжего толстый, и поэтому он только через несколько десятков серий с удивлением узнает от своего отца, что он наполовину Квинси. Про Фулбрингеров зритель тогда не знал, да и я сомневаюсь, что сам Гин знал об их существовании. Так что Ичимару сказал абсолютную правду, но кто вообще поверит еще одному хитрому и скользкому персонажу? И буквально через десяток серий для закрепления эффекта Тайта Куба вкладывает еще одну фразу-подсказку, но уже в уста того персонажа, которому зритель поверит на слово. Правда, опять же, фраза максимально уклончива и туманна. Говорит ее так называемый Тенса Зангетсу во время обучения завершенной Гетсуги Теншо. Применив эту технику, ты лишишься своей силы Синигами. Заметьте, здесь он не говорит про силы пустого, которые у Ичиго очевидно есть, а также не говорит про силы Квинси, про которые мы уже должны были догадаться из слов Ичимару Гина. А теперь я надеваю свои спойлерные очки, ведь следующие 3 чеховских ружья относятся к 4-му куру Блич ТКВ. Знаете ли вы, как работает банкай капитана Хицугаи? Скорее всего, вы ответите, что у него за спиной появляются ледяные крылья и 12 цветков, которые медленно тают. Еще, возможно, вы скажете, что когда все цветки растают, то банкай отменится. Вот только Тоширо никогда этого не утверждал. Это говорил Арранкар номер 11 Шаолон Куфон. Именно он высказал это свое предположение. Рискну предположить, что ледяные цветки за твоей спиной — это обратный отсчет времени до того момента, когда твой банкай исчезнет. Если смотреть на фреймы манги, то лицо Тоширо скорее сосредоточенное, чем удивленное тем, что враг понял его слабость. Ему незачем скрывать то, что понял Арранкар. Он мог просто сказать: да, это так. Но он этого не сделал. Я не прав? Ведь предположение Шаолона неверно. На самом деле лепестки отсчитывают время до включения полной силы банкая. То есть так же, как у Икаку, например. И в битве с Жраром Валькирией во время 4-го кура Блич ТКВ Хицугая Тоширо покажет не только всю мощь своего банкая, заморозив огромного гиганта за долю секунды, но и сделав это в своей более взрослой форме. Тут стоит отметить, что Тоширо все равно всеми силами не доводил свой банкай до полной формы, ибо его мощь настолько велика, что его тело было бы не способно совладать с ней. Именно поэтому полной мощи банкая не было в небе над Каракурой. Он смог показать всем, на что способен, только в арке ТКВ, после множества тренировок, которые провел после победы над Айзеном.
Я уже упоминал здесь сцену победы над внутренним пустым, но в ней есть еще один скрытый смысл. В 220 главе Хичига говорит очень странную фразу, которую большинство поняло иносказательно, хотя ее нужно понимать буквально. Как можно зарубить врага мечом, который не высвобожден из ножен? В этот момент они оба находятся в банкайных одеждах и с соответствующими мечами в руках. Вот только настоящий меч Ичиго действительно всегда находился в ножнах. Фигурально выражаясь. Настоящих ножен у него не было. Но разве есть мечи без ножен? Ну, помимо Саяфуши. Ножны у Ичиго были, и они до самого конца всегда были частью самого меча. В финальном бою против Яхве меч Ичиго крошится, ножны отпадают, и на свет появляется истинная форма его меча. И если что, я сейчас снова ничего не придумываю. На экране у вас ответ от Тайта Куба на вопрос фаната о том, почему два клинка Ичиго — это на самом деле клинок и ножны. Ну а мы возвращаемся обратно к сцене получения Ичиго Банкая. После того, как Йоруичи силой материализует лже-Зангетсу, последний предлагает сражение, победа в котором дарует Ичиго Банкай. Рыжему нужно найти среди сотен мечей настоящий, и им победить его самого. Бой начинается после этих слов. «Лишь один из них настоящий я, и только им ты можешь победить меня. Если хочешь, чтобы я подчинился тебе, найди меч, прежде чем я убью тебя, и убей меня, если сможешь». И тут зритель должен задуматься, а зачем вообще Ичиго убивать Зангетсу? Но, как вы помните, на самом деле лже-Зангетсу — это частица души самого Яхве, унаследованная Ичиго от матери. И в конце манги Ичиго действительно убивает того, кто был владельцем этой частицы души, самого Яхве. И убивает он именно тем самым клинком, благодаря которому получил Банкай. То есть классическим клинком, огромным тесаком без гарды. Да, именно так выглядит его настоящий меч, даже после перековки. То есть лже-Зангетсу с самого начала желал того, чтобы Ичиго одолел Яхве, а Тайта Куба заложил самое незаметное чеховское ружье во всем сюжете, которое выстрелило через более чем 550 глав. Надеюсь, вам понравилось видео, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а если вы знаете еще чеховские ружья, запрятанные в Бличе, то обязательно напишите о них в комментариях. И, возможно, я сделаю вторую часть этого видео. А на сегодня это все. Всем удачи и всем пока.